Как жить легко и радостно, как получать желаемое и не зацикливаться на проблемах. Часто люди очень погружаются в текущие заботы и забывают о том, что они часть большого и прекрасного мира. Есть два способа прожить эту жизнь. Быть серьезным и хмурым человеком, у которого много проблем и вся жизнь очень сложная и несправедливая. Или жить легко и играючись, быстро находить решения, искать возможности, создавать свое счастье. Вспомните детей, они живут с открытым сердцем, умеют воспринимать жизнь как игру, всегда находят новые интересы, ищут новые способы применения для вещей. Это ли не творческий подход к жизни? С таким настроением можно и до Марса долететь. Что и делает Илон Маск. Он работает, но в душе он мечтатель. Это все как элемент игры. Когда человек очень серьезен, то даже мелкие неприятности сбивают его с толку и расстраивают. Он печалится по каждому поводу, ему сложно справиться со своей жизнью, работой, детьми. А как же те, кто решает проблемы мира? Им еще сложнее. Посмотрите вокруг. Настоящие лидеры умеют сохранять позитивное настроение. Они иначе смотрят на мир, находят новые подходы, решения, верят в лучшее. В обратном случае проблемы просто разрушат человека, а не лишат его рассудка. Особое внимание внутреннему состоянию и настрою уделяет Садхгуру, известный гуру и наставник из Индии. Он смеется над слишком серьезными людьми. Они не живут, а существуют. С такими лицами только в гробу лежать, говорит он. А ведь мы хотим жить долго и счастливо. Он полагает, что не стоит относиться к жизни слишком серьезно. Тогда она будет легче. А еще легкость – это наше естественное состояние души. И действительно, наше состояние, настроение влияет на события в нашей жизни. Вы замечали, что когда придаем чему-то слишком большое значение, зацикливаемся, переживаем, то ничего не получается, мы не можем получить желаемое. Почему? Дело в том, что создается избыточный потенциал, который мешает нашим желаниям и мечтам реализоваться в жизни. Так происходит с финансами, в отношениях с людьми, а также в вопросах здоровья. Чем больше стараемся, тем хуже все получается. А если боимся потерять, то теряем. Наверняка вы встречали таких людей, которые боятся заболеть, поэтому постоянно моют руки, принимают все меры предосторожности, но при этом все равно они часто болеют. Вот это как раз об этом. Что же делать? Нужно снизить важность, успокоиться и просто жить, действовать, быть в благодарности, счастье, обрести внутренний покой. Все хорошо, а будет еще лучше. Подумайте, что у вас уже есть, что удалось, переключите внимание. Тогда все станет на свои места и будет получаться намного лучше. Причем мы не говорим про полный пофигизм ко всему. Желания нужно уметь отпускать. Они важны, но не очень. Есть золотая середина. Огромная важность и тревога мешают жизни, а безразличие ко всему не дают также результатов. Нужно двигаться вперед, но спокойно, с хорошим настроением. А это возможно, если смотреть на все проще. Желаю вам научиться жить в спокойствии, а еще лучше в радости, с интересом, страстью, в состоянии игривости и счастья. Ведь тогда проблемы не такие страшные, а просто задачки для школьников. Все решаемо, все возможно изменить, когда сам меняешь отношения в жизни. Не нужно усложнять. Жизнь она простая. Если не искать подводных камней, не накручивать себя, то все будет легче. А если есть еще и вера в чудеса, то жизнь вообще становится сказкой. Конечно, общество может давить, и бывает сложно быть игривым и легким. Что же делать? Переключаться, слушать приятную музыку, можно петь или танцевать, замечать хорошее вокруг. Вспомните себя в детстве, попробуйте новые хобби или займитесь тем, что любили раньше. Ищите свои способы включить состояние легкости. И тогда вы получите жизнь в состоянии потока, радости, новые идеи и ощущения счастья. Жить играючи – это интересно, ведь вся наша жизнь – это театр. Можем выбирать себе роли, пробовать новый опыт, создавать свою игру и творить свою жизнь. Выбор всегда за нами – быть мегасерьезным или жить в легкости.
Отбросьте все лишнее, мысли, переживания, негативный опыт. Позвольте себе новую и счастливую жизнь. Вы достойны всего наилучшего.